Вечером в роскошном отеле Гранд Арисон проходила церемония награждения лучших сотрудников корпорации Blake Group. В зале блестели люстры, официанты в белых перчатках держали подносы, а гости говорили тихо. Все знали, что сегодня здесь сам Леонард Блейк, владелец империи, человек, чье слово стоило миллионы. Он сидел в центре в безупречном костюме, с бокалом шампанского и холодной улыбкой. «Сегодня мы чествуем тех, кто делает компанию сильнее», — громко произнес он, и зал взорвался натянутыми аплодисментами. Но праздник оборвался в одно мгновение, бокал с вином упал и разбился прямо у сцены. Тишина. Все повернулись. Упала служащая, пожилая женщина в форме уборщицы, маленькая, с усталым лицом. «Кто это?» — ледяным тоном спросил Блейк. «Простите, сэр», — тихо ответила она, наклоняясь, чтобы вытереть пол. Один из менеджеров раздраженно оттолкнул ее. «Осторожней, перед мистером Блейком». И вдруг сам Блейк поднял руку. «Нет, пусть закончит. Мне даже интересно, как быстро она справится». Зал замер. Женщина подняла глаза. «Я справлюсь», — сказала она спокойно. «Но, может, стоило бы вам подождать, прежде чем унижать человека, который убирает за вами». Все ахнули. Никто никогда не осмеливался говорить с Блейком таким тоном. «Ты понимаешь, с кем разговариваешь?» — спросил он. «Понимаю», — твердо сказала она. «С человеком, который, возможно, забыл, что значит быть человеком». Зал окаменел. Даже ведущий не знал, что делать. Блейк смотрел на нее, и впервые за много лет в его взгляде мелькнуло не раздражение, а растерянность. Она вытерла пол, выпрямилась и добавила: «Я каждый день убираю ваш мусор, мистер Блейк. Но вот грязь в душе, не вытрешь тряпкой». И ушла. В ту ночь Блейк не мог уснуть. Он вспоминал мать, простую женщину, которая мыла подъезды, чтобы купить ему учебники. Он добился богатства, но где-то по пути потерял то, ради чего все начиналось. Наутро он приехал в отель снова, без костюма, без охраны. В холле стояла та же женщина, протирала пол. «Мисс Эмми», — произнес он. Она обернулась. «Господин Блейк?» «Просто Лео», — сказал он. «Я пришел извиниться. Вы были правы. Я стал человеком, которым когда-то клялся не стать». Она молчала, потом ответила: «Не мне вас судить. Главное, чтобы вы сами это поняли». Через месяц в компании начались перемены. Блейк уменьшил бонусы топ-менеджерам, но поднял зарплаты рабочим, создал фонд помощи семьям сотрудников, лично стал посещать заводы и общаться с теми, кого раньше не замечал. А мисс Эми назначили куратором новой программы поддержки персонала. Когда журналисты спросили ее, как она изменила миллиардера, она улыбнулась. «Я просто сказала правду. Иногда этого достаточно». Год спустя, на юбилее компании, зал аплодировал стоя. Блейк поднял бокал. «Сегодня я хочу поблагодарить тех, кто делает нас сильнее. Не начальников, а тех, кто стоит за кулисами успеха. Спасибо, что однажды открыли мне глаза». В первом ряду сидела Эми, улыбаясь. С тех пор в Blake Group появилась новая традиция. Каждое собрание начиналось не с похвалы руководству, а с благодарности тем, кто держит все на своих плечах.